Добрый день, наши дорогие зрители. Мы вернулись спустя почти полугодний перерыв. У нас была очная встреча, и мы благодарны всем тем, кто смог на нее прийти. И мы сегодня возвращаемся в новый сезон и открываем его, на мой взгляд, уникальным выпуском, на котором обсуждаем тему пересадки сетчатки. Как бы это не футуристически нам слышалось, да, но это уже где-то рядом, где-то близко, пусть небольшими шагами, но мы идем в сторону транслокации собственных тканей в офтальмологии. И сегодня мы обсуждаем гигантские разрывы. Сегодня вас ждет живая хирургия с участием Файзрахманова Рената Рустамовича. Также наши гости представят свои клинические случаи. Ну и моя соведущая – это Ларина Евгения Артемовна. Давайте мы ее тоже поприветствуем. Спасибо, Эдуард Дмитриевич. Пожалуйста. Ну и, конечно же, мы бы хотели поприветствовать и представить наших дорогих гостей. Кто-то у нас впервые, кто-то у нас уже был на самом нашем первом, самом замечательном, мной очень любимом выпуске. Это был выпуск, который проходил в формате живой трансляции, онлайн-трансляции, эксклюзивный выпуск. Наши гости – это Матющенко Анна Георгиевна, научный сотрудник отдела инновационных витреотинальных технологий НИИ Краснова, витреотинальный хирург. Здравствуйте, Анна Георгиевна. Добрый день. И также у нас впервые в гостях наш давний знакомый, наш друг нашего отделения Шутько Евгений Юрьевич, на данный момент кандидат медицинских наук, заместитель начальника клиники микрохирургии глаза «Газпром». Добрый день. Добрый день, Евгений Юрьевич. Как обычно, традиционно мы задаем вопрос нашим дорогим гостям, как вы пришли в медицину, или, собственно, как вы пришли в офтальмологию, или как вы пришли в витреотинальную хирургию, если вы этим занимаетесь. Давайте начнем с Анны Георгиевны. Да, очень интересный вопрос. Ну, офтальмологом я всегда знала, что буду. Но когда я пришла в ординатуру, я очень хотела заниматься кератопластикой. И первые 2 года, все, собственно говоря, года ординатуры я посвятила этому. После чего не очень-то сложилось, так скажем, организационно. И меня привели к Будинской Марии Викторовне, тогда она возглавляла отдел. Она на меня так строго посмотрела, особых никаких перспектив не увидела. Но, да... Но я могу сказать, что этот человек для меня сделал очень много в жизни, и сейчас я не представляю вообще своего существования без этой великой женщины, за что я ей очень благодарна. Далее я встретилась с моим учителем витреотинальным, это Денис Валерьевич Петрачков, который, собственно говоря, и сделал из меня уже хирурга. Надеюсь, неплохого. Я думаю, что хорошего. Как часто сейчас вообще проходит витреотинальная хирургия в вашем центре? Вы, собственно, как часто их? Практически 5 дней в неделю. Пятница – это такой полуэкстренный день, а 4 раза в неделю мы оперируем очень плотно. На чем преимущественно специализируетесь? На всей витреотинальной патологии, на любой. На слойке сетчатки, ПДР, макулярная хирургия. Все виды пересадок существующие. Это пересадка нейроэпителия и пигментного эпителия сетчатки, которую сейчас очень так хорошо делает Егор Николаевич Коробов. У него достаточно большая уже собрана группа этих пациентов, и результаты достаточно шикарные, я скажу так. Я, честно, забегая вперед, может быть, наши зрители увидят уже после, но у нас в преддверии Пироговского форума, и там будет выступать Егор Николаевич живой хирургии. Я думаю, что вы сможете в записи Я это очень рекомендую оценить. всем посмотреть, потому что действительно это такие уникальные операции, и так как делает их Егор Николаевич, мало кто, я думаю, в России делает. Евгений Юрьевич, вы чем любите заниматься? И как вы пришли, собственно, в медицину? Я думаю, что там семейные какие-то предпосылки тоже у вас были? Да, вы правы. На выбор профессии меня повлияла моя семья, мои родители. У меня мама офтальмолог, поэтому я уже изначально знал, что это такое. После окончания ординатуры и аспирантуры я познакомился с профессором Шишкиным Михаилом Михайловичем. И, собственно говоря, фундамент всех моих знаний по хирургии, офтальмохирургии, это, конечно, строился на базе Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Уникальный центр, потому что это многопрофильный центр, где есть взаимосвязь не только офтальмологии, но и других специальностей. Я помню, что были и хирургические вмешательства, не только офтальмологические, но и с нейрохирургами, с челюстно-лицевыми хирургами, и взаимодействие с гематологами, онкологами, лор-врачами. То есть, конечно же, весь фундамент, база была именно вот в этом центре под руководством Михаила Михайловича там построена. Что сейчас любите оперировать? Но что касается хирургии, которую мы
делаем. Это передний отрезок, это хирургия катаракты, осложненные катаракты, различные виды подшивания и витрутинальная хирургия, практически все. Но вот мы еще не делали транслокацию макулы. Мы не занимаемся однозначно гнойной хирургией и онкологией, но Мгм. остальное практически все мы делаем. Мгм. Ну, а теперь мы переходим к нашей любимой рубрике. Это «Живая хирургия» вместе с коллегами. У нас сегодня, мне кажется, такой уникальный случай увидеть такую нашумевшую методику по пересадке сетчатки, которую сейчас обсуждают все бурно на конференциях, много вопросов. И сегодня вот такая есть возможность, благодаря Файзрахманову Ринату Рустамовичу, сегодня он с нами и продемонстрирует одну из методик как раз аутотранслокации ретины. Добрый день, Ринат Рустамович, мы все рады вас видеть. Добрый день, дорогие коллеги, друзья. Да, действительно, мы сегодня попробуем, в общем-то, показать в прямом эфире все этапы, как вообще проводится трансплантация сетчатки при гигантских макулярных разрывах. Но, в общем-то, да, действительно, как сказал Эдуард Дмитриевич, тема обсуждается, тем показывают, в общем-то, результаты, но довольно-таки интересно, мне кажется, было бы пройти все этапы операции, показать, как выкраивается лоскут, как он переносится и что мы получаем в итоге. Важным моментом является то, что действительно операция, она начала набирать популярность не так давно, поэтому очень много на самом-то деле отличий в разных абсолютно исполнениях. Но, как мы видим и на конференциях, эта тема не так прям сильно именно по технологии обсуждается, поэтому, в общем-то, мы покажем в том исполнении, в котором делаем мы эту операцию в рамках Национального медико-статистического центра имени Пирогова. Думаю, тогда мы не будем у наших зрителей отнимать время и можем сразу приступать Хорошо. уже к операции. Давайте. Глазки открываемые, хорошие. Угу. Голову вот так вот. Все, смотрим просто прямо перед собой. Так, лесом. Как видно операционное поле, да? Да, Ага. все хорошо видно. Да, Мы будем вас хорошо. Я центрировать, если единственное нужно будет. только буду разговаривать с докторами, хорошо? У меня пациентка тоже, она участвует в диалоге. Это чистая, да? Да. Ага. Ну, в общем-то, здесь мы будем использовать 4 порта. Почему? Потому что в основном, конечно, здесь можно использовать и шандельеры. Но как-то вот попросила Карину Игоревну, она мне согласилась, в общем-то, помочь в том плане, подсветить немножко. И поэтому с 4 портами, когда подсвечивают, намного быстрее и интереснее работа. Особенность в том, что у пациентки такая очень узкая глазная щель, мы видим. Портики, они прям вот вплотную стоят. Ну, эти особенности, в общем-то, есть. И мы подобрали случаи, как в реальной практике, в общем-то. И мне кажется, от этого будет более даже интересно. Мы используем систему Revolution. Это, в общем-то, можно было заметить сразу по портам, по световоду. У нас однонаправленный свет. Это, на мой взгляд, очень удобно, потому что мы можем направлять, в общем-то, и менять яркость освещения выбранного поля. И в этом большой, конечно же, плюс, большое преимущество. Но вот здесь мы видим диск с вами, мы видим непосредственно макулярный разрыв. Ну и приступим с вами к витреотинальному вмешательству. Этот случай, скажите, пожалуйста, вы видели оптическую когерентную томографию? Да, я видела. Коллегам тоже Я покажу хочу показать снимок. вам центральную Там часть. очень Посмотрите, хороший. пожалуйста, это максимально сделаю увеличение. Вот видно клапаночек в центральной части, вот он на УКТ тоже виден, вот он болтается, сейчас покажу я вам. Видно? Вот он. Да нет. Да, видно. Вот. Видно. То есть насколько он у нас сжался. То есть вот эти моменты, именно сокращения вот сетчатки, мы видим даже здесь, когда у нас возникает патология. Но это нам лишний раз говорит о том, что когда мы выкраиваем лоскут, мы должны, в общем-то, тоже это учитывать в данном случае. Система очень... Тут примерно какие размеры Примерно разрыва, Ринат 950 Рустамович? микрон. Мгм. Это в узкой или широкой части? В узкой, по-моему, потому По-моему, что да, это в широкой там узкой части. больше 1000 точно было.
Ринат Рустамович, вы, кажется, начали про машину рассказывать, про Revolution. Да, машина и вот- Revolution, вот она очень в этом плане для меня вот комфортная. Объясню почему. Потому что, во-первых, она очень контролируемая. Это большой плюс. Сейчас не так много на самом деле машин, которые действительно можно контролировать. Ну вот видно, да, что мы поднимаем геолоид. Видно? Вот он, клапаночек вот у меня Мгм. поднялся, вот я его держу. И вот край геолоида, сейчас я вам тоже попробую показать. Вот он здесь, вот без прокрашивания, то есть мы его максимально быстро подняли. Именно благодаря тому, что управляется машина очень хорошо, комфортно, в этом большой плюс. Я считаю, что одно из таких важных преимуществ, например, вообще машины, это удержание, например, давления, в частности, когда мы работаем на переднем отрезке глаза. Ну, например, пока мы модификацию проводим, то есть камера не падает, не прыгает, это большие плюсы. Можно работать на вентуре, можно работать на перистальтике, то есть кому-то больше нравится. Но вот в обычном режиме мне больше как-то вот перистальтика по душе, как-то вот привык, в общем-то. Но когда, например, используем ту же самую бритву, то там на перистальтике тоже мы получаем очень хороший результат. Давайте сейчас просто ради даже интереса поставим на бритву. Я просто хочу показать, как она работает. Машина, шейвинг. Вот видно, нет, вот геолоид, вот здесь вот краешек его. Я хочу как раз вам продемонстрировать. Вот, Да, отлично. видно на Вот крайней смотрите, как периферии. геолоид вот он рубит, ну, убирает. То есть очень нежно, очень деликатно, и в этом большие плюсы, конечно, есть. Так давайте используем симку, посмотрим, есть ли у нас складочки. Мы сейчас, в общем-то, стали использовать в последнее время уже такую технологию, и иногда даже не убираем внутреннюю пограничную мембрану. То есть изначально мы начинали, в общем-то, методику осваивать по классике, это удаление внутренней пограничной мембраны, потом, соответственно, долго шли к варианту укладывания лоскута. Вот как-то сейчас вот мы видим, что в тех случаях, когда нет складок внутренней пограничной мембраны, перитонеальной фиброзы, то есть смысла его большого, в общем-то, трогать и нет. Ну вот мы видим разрыв, соответственно, с ним мы будем работать. Важный момент – это, конечно же, выкраивание лоскута. Где его будем выкраивать, я думаю, вот здесь. Вот это наиболее удобная часть, на мой взгляд. Так, коагулятор. Ринат Рустамович, как вы выбираете зону? Почему она вам Для показалась более меня, комфортной для скажу честно, это выкраивания лоскута? самое основное, это возможность, скажем так, проведения ну, удобства. То есть правое положение правой руки. Вот. Вот как удобно. Вот, то есть вот Мгм. здесь вот мне было бы сложно сделать. И поэтому вот здесь как-то вот мне вот больше комфортнее, и поэтому я думаю, что здесь будем делать. Но хотя сосудиков здесь больше. Мы будем сейчас Мгм. немножечко коагулировать вот такие веточки, такие части, в общем-то, между которыми мы будем делать сейчас отслойку сетчатки, дуем. Так, я так понимаю, что надо вот так вот, да, держать, чтобы было видно вам лучше. Чуть-чуть поближе, когда свет, наоборот, Ага, держите, чуть получше видно. Вот чуть-чуть так, по-моему, поближе. да? Понял. Мгм. Вот В я, сторону, когда да, я отклонен понял. Вот я световоды. захожу теперь иголочкой. Сейчас, пока мы поднастроимся. Видно? Немножечко сместить изображение, потому что у нас не центрально, немного смещено вниз. Вот так вот. Лучше? Мгм. Да, Отлично. вот так отлично. Раздаваем. Да, очень хорошо. Это сейчас Мы входит вводим BSS, БСС правильно? непосредственно, да, под сетчатку. Вводим. Раздуваем. Мгм. Всё. Ренат Станович, добрый день. Скажите, пожалуйста, раствор БСС сейчас, который вводился интраретинально, это делали вы, Что либо это БСС? ассистент вводил? Нет, понял. Ввожу я, но там есть одна фишка такая. Давайте я вот сейчас прям, кстати, немножечко прервусь. Дайте, пожалуйста, покажем под микроскопом такую вещь. Вы хотите, чтобы я вам все секреты прям раскрыл, да? Смотрите, БСС, игла, видно? И переходничок. Да. То есть я держу, соответственно, а медсестра вводит. Вот это вот очень классная задумка.
потому что получается, что вы тихонечко управляете именно положением иглы. Если вы будете сами вводить, это крайне неудобно. Но вообще держать именно шприц и вводить. Вот, вы направляете, сестра, соответственно, вводит. Можно вообще на самом деле использовать, мне кажется, и автоматический такой вариант в автоматическом режиме. Тоже, в принципе, я думаю, наверное, это здорово и классно. Ну, теперь мы, в общем-то, видим, что вот у нас пузыречек есть. Это как раз зона, через которую надо чуть-чуть вот иногда регулировать, наверное, вот этой линзочкой, чтобы центрально было. Мгм. Ну, соответственно, начинаем просто мы. Как, Ренат Рустамович, вы определяете размер Ну, вот вы выкраивания знаете, лоскута, мы, в диаметр общем-то, его? тоже к этому долго шли. Как вот делать стык плюс 20. Стык там или внахлёст. И поняли, что наиболее правильно на самом-то деле вообще сделать чуть-чуть больше. Где-то, наверное, плюс 100 микрон с каждой стороны. Мы Карину Игоревну просим помочь нам посветить, чтобы мануально мы быстрее выкроили. Почему по 100 микрон? Ну, потому что получается такая ситуация, что изначально лоскут он начинает потом сжиматься, вот. Ну и в результате, в общем-то, когда он сжимается, у нас не очень-то хороший в послеоперационном периоде. Чуть-чуть сместите А? изображение, Ренат Рустамович. Слишком низко у нас Я не изображение, могу выше, немножко потому что центровать надо нужно. линзу тогда вот А- подправить, Оль, вот эту биом на Мгм. меня. Вот Это как-то попросить, вот, да, либо да, Карину вот как-то Игоревну, так либо вот там. надо держать его. Вот так, отлично. Я А то у нас самое понял, да, интересное, оно потому что немножечко а съезжает. так у меня он Нам съезжает. бы хотелось все рассмотреть. Так, ну вот, вот давайте так, все, Так да, удобно? держим. Так. Вот, ну и, соответственно, где-то вот я смотрю на разрывчики, соответственно, где-то плюс соточку вот так вот накидываю с каждой стороны, и получаем уже такой лоскуточек. Насколько криминально и не очень страшно, что подкравливается краев Тут, разрыва вы из-за этих знаете, маленьких нет, капиллярчиков? абсолютно не страшно. И как-то, я говорю, уже вот опыт большой такой у нас. Первое время мы очень, наверное, болезненно на все реагировали. Откуда там подкравливает, откуда там что сочится. Нет, просто мы сейчас подняли давление чуть-чуть, и все. В общем-то, никакой проблемки, в общем-то, глобально нет. И самое главное, его лоскуточек правильно выкроить. Ну вот, видите, да, подкравливает из-за здесь веточки. В принципе, логично. Пробовали вы когда-нибудь выкраивать вертикальными ножницами, Да, гильотиной? я, в принципе, Как скажу удобнее? больше, мы и мономануальное делаю. Как-то вот так. Просто бимануально сейчас побыстрее будет, а так, да, и вертикальными, и горизонтальными. Вот как-то потом пришли мы вот к такому варианту, и все. А так, еще раз просто скажу, разницы большой вот нет. Наверное, больше, смотрим по удобству, кому как удобнее. Здесь еще дальше важный момент, это то, что когда мы вот лоскут уже практически подскрываем, мы должны оставить тонкую ножку, видно, да? И вот так вот такой вот флэп, Мгм. на ней, соответственно, мы уже можем этот лоскут с ним дальше работать. Дальше этот флэп мы закрываем обратно и, соответственно, сейчас будем прижимать перфтором. Система перфтора точно такая же на самом деле. Ага, вводим. Сейчас вот Оля как раз вводит перфтор. Я держу, соответственно, видно, да, просто управляю иглой. Смотрим здесь Мгм. на диск, на пульсацию, потому что когда у нас начинает давление повышаться, мы, соответственно, уже немножко делаем витроктомию. Хочется отметить слаженную работу операционной Да, вот команды. смотрите, просто 3 И инструмента. медсестер, и И ассистентов, и здесь вашу, конечно. медсестра у нас, Оля управляет, Карина Игоревна, ассистент, и я вот по факту. Стоп, витректор. Да, но методика, если она отработана, то она, в принципе, не такая сложненькая. Сейчас, моя хорошая.
Ага, дальше вводим. Сейчас нам нужно просто перекрыть очень грамотно вот этот разрыв, вернее не разрыв, а наш флэп. Для этого я сейчас его вот так вот переверну. Вводим. Видно, да? Держу. Для Мгм. чего мы делаем переворот? Именно для того, чтобы у нас он был в том же состоянии, я имею в виду нужной стороной, когда мы будем его переносить. Чтобы не было такого, что у нас он перевернулся и так далее. Хотя, вы знаете, разные вот были ситуации. Бывало, что лоскут и переворачивался. Вводим. Ничего критического точно, ничего нет больше. Угу. Так, витректор. Витректором чуть-чуть уберу. И сейчас как раз мы доведем, я думаю, и уже начнем работать непосредственно с лоскутом. Давайте давление 20 поставим сейчас. Ну, вот сейчас сбрасываем давление, потому что у нас, в общем-то, мы видим, сосуды не текут, ничего, там перстор у нас. Угу. Доводим. 20, прям 20 делай. Делай 20. Угу. Отлично. Все, отлично. Вот. И сейчас мы, соответственно, вводим, перекрываем. Угу. Ну, я методику эту показывал летом, вот как раз был в Казахстане. Вот. Тоже так очень интересно было. Результат очень хороший, нам очень нравится, на самом деле, очень эффективность высокого данной методики. Но мы сейчас стали еще использовать параллельно вторую технику. Ага. Это гидродиссекцию макулярного разрыва. Потом мы будем, вообще-то, я тоже думаю, широко озвучивать на конференциях, потому что выяснили. Это в случае старых Да, ригидных это разрывов, когда да, которые достаточно длительное время это существуют. действительно, если они прям вот ригидные старые разрывы. И по факту я считаю, что у каждой техники чуть-чуть надо поддерживать биом, чтобы было видно. У каждой техники есть свои определенные показания. То есть в каких случаях что использовать. И по факту-то, честно скажу, любой разрыв, наверное, можно закрыть абсолютно. Но нужно понимать, что получается в итоге. Какая ткань получается у нас внутри разрыва. То есть это может быть фиброз, или это может быть какое-то функциональное, плюс 20. Сейчас мы просто его сдвигаем. Ножнички. И, соответственно, Ножка еще конечно, ножка осталась, у нас правильно? Мы просто осталась. не Да. Мы успели. сейчас просто правильно должны его сдвинуть и правильно с ним поработать. И, соответственно, ножку сейчас мы будем просто уже пересекать. Вопрос Да, позиционирования лоскута. То есть смысл, вы говорили, что если бывало да, такое иногда, что лоскут переворачивался не той стороной, то есть наружными слоями, условно говоря, да, наружу, то все равно макулярный да. разрыв наш закрывался, в принципе, все было нормально. Вопрос, который всех волнует, является ли вот эта ткань, пересаженная, которую мы сейчас несем, вы несете очень красиво к макулярному разрыву, является ли она светочувствительной? То есть вопрос до сих пор актуальный, и на витреотинальной конференции он очень активно обсуждался вами и Да. другими хирургами, которые занимаются также пересадкой. Поменялось ли ваше мнение с весны этого года на предмет того, вот, включается ли вот этот лоскут, пересаженный в работу? Появились ли какие-то Нет, новые данные на мое этот счет? мнение, честно скажу, никак не поменялось. Я считаю, что лоскут, который мы пересаживаем, он не включается в работу, а если даже он включается в работу, ну, давайте с вами предположим такую ситуацию. Вот лоскуточек, мы его сделали, положили, и он вдруг там каким-то чудом, вдруг фоторецепторы там ожили, например, да, и все. И мы понимаем, ой, как здорово, да, лазер готовим, как здорово все. Но вопрос возникает сам собой, каким образом из этих фоторецепторных компонентов зрительный импульс будет передаваться в нерв. То есть здесь вот папилломакулярный пучок, да. он же у нас ничего с ним не происходит. Поэтому я считаю, что работает он или не работает, разницы никакой нет. Не жгет. А за счет чего тогда улучшается острота зрения? За счет того, что когда мы, в общем-то, смотрим на макулярные разрывы, вот по краю разрыва здесь всегда у нас формируется зона отека. И мы, получается, что когда закрываем этот макулярный разрыв, зона отека, она у нас, соответственно, блокируется.
Ну, то есть отек уменьшается, и парацентральные вот здесь вот участки, которые у нас есть, они, соответственно, начинают уже включаться в работу. Ну, только из-за этого. Очень интересная мысль. Очень. Ренат Рустамович, вы гениальная. Правда. А были ли случаи, Ренат Рустамович, может быть, когда отслеживали данные микропериметрии, периметрии центральной, что точка фиксации смещалась Смещ- куда-нибудь выше или ниже разрыва, Да, условно говоря, там, не знаю, я, височную, да, назальную скажу сторону? по секрету, Евгения Артемовна, это вот данные были в работе сейчас у одной из моих учениц, сейчас вспомню. Вспомнил, Евгения Артемовна. Вот. Там на самом-то деле выяснили, что точка фиксации действительно смещается в височную часть. И вот именно это важный момент. Бывает такое, что мы, например, пересадили сетчатку, да, вот, и у нас воздух включаем, Мгм. и у нас зрение сначала ухудшилось, а потом улучшилось. Оно ухудшилось из-за того, что лоскут вот сюда вот перекрыл эту точку, а потом, соответственно, улучшается за счет того, что он, сокращаясь, соответственно, немножечко освобождает эту часть. И наоборот, например, вот мы, когда разбирали, например, результаты у пациентов, у которых делали стык-стык, но вот эта работа уже часть даже докторской Карины Игоревны, начали изучать и получили другую вещь, что после операции шикарные результаты на следующий день. Лоскут красиво лежит, может, на силиконе выходит, лоскут красиво лежит, все, ну, замечательно, прям супер. Но есть одно но. Когда лоскут начинает сжиматься, точнее сказать, у нас вот эта зона начинает освобождаться, ну и возникает ряд, скажем так, проблем. Ренат Рустамович, а вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы выкраиваете лоскут, получается, на 100 микрон с каждой стороны больше, чем окулярный разрыв. Что приводит к тому, что лоскут, который вы пересаживаете, он уменьшается в размере, и через какое-то время это происходит? Лоскут сжимается. На самом деле, кто выяснит, почему сжимается сетчатка при ретинотомии, тот получит Нобелевскую премию. Это реально без шуток. Но по разным, в общем-то, данным, одна из теорий это то, что существует, в общем-то, структура фоторецепторных компонентов, она примерно похожа на клетки мышечной ткани. И в зоне работы, скажем так, именно актина и миозина, если мы посмотрим вообще патологическую физиологию, вы помните там смысл, да? Один белок в центре, а второй вокруг, ну как, скажем так, пружинка, и он сжимается. И якобы у фоторецепторного компонента вот примерно такая же структура, поэтому сжимается, ну, она всегда именно вот поэтому. Одна из версий. Но когда это происходит, вы слушайте, ну, наверное, это происходит, мы вот сколько наблюдаем, довольно-таки сразу вот после операции. Скажите, пожалуйста, Ренат Рустамович, у вас есть уже большой опыт с этими пациентами. Есть ли разница, когда вы удаляете внутреннюю пограничную мембрану вокруг макулярного разрыва или нет? Вот как вот удалять сейчас? что? ВПН? В плане функционала и ВПН? структуры. Да. Очень ВПМ. такой интересный вопрос. Объясню почему. Потому что для нас раньше мы всегда ВПМ я удалял. Ну, мы же понимаем, что макулярный разрыв и ВПМ, ну, надо ведь убирать, как бы, протираем линзы в контакт. Вот. Ну, как-то из конференции мы вот поговорили, и Столяренко задал вопрос, а надо ли удалять? Слушайте, мы подумали не удалять. Несколько вот начали делать очень активно и тоже получили очень хороший результат. Удалять или не удалять вообще в целом вопрос сложный. Но вот по нашему мнению все-таки в некоторых случаях удаление ВПМ, наверное, обеспечивает лучшую адгезию между лоскутом и между самой сетчаткой. Но в любом случае, в общем-то, результаты в том, в другом случае разрыв закрывается. Ренат Рустамович, можно тоже Да, вопрос да, вам задать? Вот в долгосрочном периоде наблюдения не наблюдались ли какие-то изменения с лоскута? Может быть, атрофия, может быть, отек? Наблюдались кроме и того, что он атрофия, может и отек. сокращаться. Это вот на самом деле такой вот момент очень интересный. С лоскутом происходило, наверное, вот все, что можно происходить. Мы прям отдельно даже вообще ввели такую систему, скажем так, учета вариантов развития событий, что происходит с лоскутом. Он действительно, то есть сжимается, он атрофируется. И это важным является моментом сделать лоскут побольше, чем сам разрыв. Но есть большое но, прям огромное но. Если мы сделаем огромный лоскут, ну, представляете, вот
размером с диск зрительного нерва. Вот такой огромный. То функционал будет очень низкий, и площадь соприкосновения лоскута будет больше, соответственно, адаптация будет хуже. Вот. А так он действительно атрофируется, ну и возникали даже такие моменты, когда у нас и отеки были, да, здесь как бы, ну, ничего, в общем-то. Ренат Да-да-да. Рустамович, как вы считаете, насколько тщательно нужно обрабатывать стекловидное тело в зоне, вот, в которой планируется выкраивать лоскут? И не было ли случаев у вас возникновения ПВР в этих Я участках? Ну поднимаю и, просто геологию, естественно, вот вы отслойки видели, сетчатки. да, изначально, вот так вот выше разрыва, вот, Да-да-да, пожалуй, да. ну, наверное, как бы, так еще и все. Вот, такого, например, чтобы сейчас, вот как при отслойке сетчатки обработать периферию жестко и так далее, но это тоже перестали делать, хотя Мгм, изначально по классике мы все это делали. мгм. Почему мы перестали это делать? Ну, потому что силиконовая тампонада здесь вот прям, так скажем, временная. Наверное, недельки через 3 мы Мгм. силикон просто удалим. Да и всё. И случаев возникновения ПВР, соответственно, не было зафиксировано, Тут я да, у вот вас? не помню прям ПВРки какие-то, потому что они же Мгм. ну, недолго у нас просто там силикон находится. Еще, да, и дольем немножко. Да, и поэтому такого не было. Вот. Но то, что лоскут сам Спасибо. изменялся, это да, это несомненно. То, что зрение повышается, это тоже да. Такое тоже, в общем-то, наблюдается. Ну, как бы вот операция, вот она... Давайте еще световод. Давайте еще посмотрим внутри картиночку. Как бы, наверное, и все. Самое вот тяжелое – это именно адгезия лоскута непосредственно к сетчатке. Вот. То есть в некоторых случаях это прям вот проблематично. И в данном случае, когда силикон, например, нам как-то вот попроще. Но есть большой еще, кстати, новость по Спокойно. поводу комбинированных операций. Я вот сталкивался тоже с таким случаем, это, я думаю, тоже будет интересно. Наверное, все-таки те, кто вот, делает операции подобные рода или будет делать. Был случай у меня такой, тоже ножевой хирургии, то есть использовал я тоже методику, пересадку, и там была комбинированная операция, соответственно, сделали мы пакоэмульсификацию, затем я лоскут там красиво его так, в общем-то, положил, вот, самому было приятно, другой на пинцет. Вот. Но была такая ошибка, которую я сделал, это я после того, как, в общем-то, силикон ввел, я оводнил переднюю камеру, белый на пинцет. Нет, белый, обычный белый. Вот. И вода у меня прошла в витреальную полость, к лоскуту, вот, и лоскут у меня всплыл. Вот. И вот это самое сложное. Почему? Потому что у вас силиконовая полностью тампонада внутри, у вас лоскут, там, соответственно, с водой бултыхается, и для того, чтобы исправить ситуацию, то есть вам придется полностью опять силикон убрать, полностью перстор залить, на персторе перенести и, соответственно, уже как-то вот попробовать завершить Это если еще операцию. удастся этот лоскут найти со второго раза. Это если этот лоскут удастся еще найти со второго раза Это вот потом. действительно вот такое. Поэтому вот мы уже как-то все вот отработали вот эти моменты, и уже примерно-то знаем. Ренат Рустамович, не успели проговорить с вами моменты, когда вы заменяли Да, перфторганическое соединение на воздух и, собственно, потом закачивали силикон и масло. Проговорите, пожалуйста, последовательность да, сейчас этапов, у потому нас здесь что убрали очень перфтор, глазки воду. очень узенькие, прям глазная щель. Так, последовательность. То есть мы что делаем? Берем, ну, то есть сделали, получается, витроктомию, подняли мы гиалоид, э, выше зоны, так, еще раз давайте прочтем, выше зоны нашего лоскута. Потом, соответственно, лоскут мы выкраиваем, прижимаем его нужной стороной непосредственно перстором. Под перстором ножку вот эту убираем, дальше переносим и, соответственно, начинаем убирать уже, вернее, воздух вводим. Вот. Потом, соответственно, мы начинаем доливать перстор. Но это прямая замена. Вернее, доливать силикон. Перстор мы убираем, но, в принципе-то, вот и все.
Ну, то есть просто проговорить, Да, чтобы не да, было да, да, да. смещения Нет, да, это для лоскута на того, чтобы фоне. именно лоскут не сместился. Да, конечно, конечно. Потому что лоскут, он сам по себе, он сразу не адгезируется. И мы, конечно, понимаем, что пигментная эпителий, он обладает просто шикарной присасывающей функцией, но вот когда макулярный разрыв возникает, это как бы, ну, тем более гигантский, много времени, это не тот случай. Ведь вокруг атрофического разрыва, почему сейчас мы еще использовать стали дополнительную методику, там формируется еще такая вещь, как спайка. И вот эта вот спайка, как раз круговая, она, в общем-то, не дает разрывам сомкнуться. И пигментные эпителий, ну, конечно, он там все уже не работает абсолютно. Поэтому нам надо ее прижать, и мы используем все возможные методы. Так, давайте еще световод посмотрим. Перезаряжаемся. Ну вот воздух, видите, да, чуть-чуть. Я его не трогаю никуда. Вон он, видно? Лоскут. Ну вот лоскут, все, вот как бы все нормально. Зашиваем этот порт. И еще особенность какая. Нельзя есть пациента риски? сразу переворачивать Мгм. на живот. Вот как классические разрывы. Почему? Здесь тоже есть одна особенность. Если мы сейчас перевернем на живот, то у нас силикон и вот этот пузыречек воздуха, соответственно, они пойдут у нас туда, как раз в зоне разрыва. Как только они у нас пойдут в зоне разрыва, соответственно, лоскут у нас тоже может легко изменить свою локацию. Поэтому положение будет у нас приподнятой головой, полусидя, чтобы та у нас вот зона была в том виде, в том состоянии, как сейчас. И по сухости имею в виду. Дальше витриальную полость я ничего не добавляю. Вот. Если уж совсем гипо, могу воздух добавить, но так в принципе нет. Пусть, да. Ренат Рустамович, а через Мгм. какое, извините, пожалуйста, а через какое время вы переворачиваете пациента в положение Никогда не переворачиваем. Нет. Вообще не Он переворачиваете? вот сейчас наш пациент будет находиться сидя, завтра мы посмотримся и все. Полем. На хороший вниз на ножки посмотрите. Вниз. Не хочется, а вниз дайте. Поможем. Ну вот. Закрыто. И все. Здесь антибиотик у нас дексаметазоном. И все. Как-то. Ну вот операция, она вот, пожалуй, это и все время этой операции. Если есть вопрос, все, готов ответить. Пожалуйста. Ренат Рустамович, спасибо большое за шикарную хирургию. Поздравляю с очередной победой. Вопрос такой, скажите, пожалуйста, сейчас этот лоскут удерживает силиконовое масло. В дальнейшем, когда вы силикон уберете, этот лоскут будет держаться за счет работы пигментного эпителия. Вот, собственно говоря, вопрос. Вы до хирургии анализируете состояние самого пигментного эпителия? Можно встречный вопрос? Или это не... А скажите, Да-да. пожалуйста, как вы можете проанализировать состояние, особенно присасывающей функции пигментного эпителия? Никак, я имею в виду, есть ли какие-то там атрофические Да, изменения но в это ведь пигментном эпителии? напрямую вам никак не говорит и не показывает функцию именно присасывающей и активность его. Просто он и есть, мы понимаем, что есть, например, то есть пигментный эпителий всегда обладает присасывающей функцией, это закон. Вот, в большей или меньшей степени сказать тяжело. Естественно, мы не анализируем, потому что такой нет методики, которая бы нам показывала именно объем, скажем так, и вообще присасывающую функцию. Вот. Поэтому мы понимаем, что в данном случае у нас должна быть какая-то компонирующая среда, которая временно прижимает лоскут. В данном случае вот у нас перстор мы заменили на силикон. И все, а потом действительно просто идет вот эта вот адгезия за счет, наверное, пигментного эпителия. Думаю, да, может за счет какого-то еще параллельно асептического воспаления, слипчивого процесса. И независимо от функции, в общем-то, пигментного эпителия сейчас, независимо от присасывающей активности, мы получаем эффект. Но мы сейчас почему стали использовать, я, в общем-то, вот не раз говорю по поводу, например, гидродиссекции макроразрывов, мы поняли другую еще вещь. То есть атрофические макулярные разрывы, которые характеризуются тем, что образуется спайка в зоне пигментного эпителия сетчатки между нейросенсорной частью, ну и пигментом. Эта круговая спайка, она имеет все признаки, в общем-то, на ОКТ, биомаркеры. Мы, в общем-то, тоже, у нас вот несколько работ вышло, мы стали отмечать.
И в этом случае мы поняли, что можно сделать такую вещь, как разорвать эту спайку, из большого ригидного разрыва сделать средний разрыв, а он уже, соответственно, закроется лоскутом внутренней пограничной мембраны. Но это все сделать одномоментно или за один шаг. Таким образом мы делаем гидродиссекцию, разрыв, вот эту спайку разрываем, лоскут, соответственно, вся сетчатка у нас немножечко, она, разрыв делается мелким, она делается мобильной, и лоскутом закрываем. Результаты тоже хорошие на самом-то деле. Вот. Но и в этом случае мы не оцениваем функцию, в общем-то, присасывающей пигментной эпителия сетчатки. Спасибо. Ренат Да. Рустамович, и еще один такой вопрос. А есть отличия вот исходно в разных глазах? Например, если миоп, да, там как бы при наличии стафиломы или метроп пациент, вот методика, она универсальна для Мне любых глаз кажется, наверное, случаев, мы скажем сейчас так? в том периоде, который, в общем-то, только активно позволяет использовать данную методологию, для нас она универсальна. Но не сомневаюсь, что какие-то есть особенности использования при разных, например, типах глаз. Несомненно, она есть. Но мы, наверное, в такой стадии, когда мы только начинаем познавать вот эти вот разницы. Я думаю, что потом в будущем будем это в практике использовать. Что касается миопов, то, в общем-то, всем известно, это очень сложная категория, и навряд ли кто-то, скажем так, из хирургов любит, в общем-то, таких пациентов оперировать, потому что все они потом уходят, в общем-то, в атрофию, центральная часть макроразрыва оперируется очень сложно, сетчатка перерастянута. Но думаю, что, наверное, у миопов лоскут надо выкраивать теоретически побольше, чем у эмитропов, в связи именно с тем, что сетчатка именно перерастянутая, и зона, наверное, соприкосновения лоскута и сетчатки должна быть несколько больше, чем у эмитропов. Ренат Рустамович, а какие вообще критерии выбора, от скольки микрон вы рекомендуете проводить Мы сейчас, пересадку? наверное, подошли к тому До этапу, скольки не что возьмете? у каждого, наверное, при каждом разрыве должен быть дифференцированный подход. Такой постулат, который мы использовали раньше, что вот есть универсальные методики, он не работает. Универсальных методик нет. Наша задача, но закрыть это можно любой разрыв. Самое основное, что остается в центральной части. Но если, например, мы используем тот же самый free-flat методику, накидали туда внутреннюю пограничную мембрану, все в центральную зону. На ОКТ будет вроде бы и неплохо все, но мы понимаем, что это не сетчатка, а это ткань, которая не функционирует, это рубец. Но возникает вопрос, а надо ли было закрывать, если там рубец у нас остался, и как бы разрыв чуть меньше только стал. Вот. Поэтому мы разработали для себя такую технологию сейчас, вот мы тоже, в общем-то, активно стараемся ее использовать. Это, например, малые разрывы, это сохранение внутренней пограничной мембраны, использование. Дальше, например, если у нас разрывы, например, более 300 микрон, то здесь можно использовать, в общем-то, классический вариант, плюс в некоторых случаях FreeFlap. Вот. Если у нас идет большие уже разрывы, это новая классификация, градация XXL и Giant гигантские, то мы должны обращать на край самого разрыва, как он связан с пигментным эпителием. Если есть признаки полностью ригидности разрыва, если признаки есть сращения нейроэпителия с пигментным эпителием, тогда мы будем использовать методику гидродиссекции, чтобы разорвать и соединить. Если этого нет, а у нас просто огромный отек и просто не хватает ткани, тогда мы будем использовать пересадку сетчатки для того, чтобы убрать этот отек, но зная, что центральная часть, она работать у нас уже не будет. Но если даже будет, еще раз просто повторюсь, то провести импульс центрально к зрительному нерву будет очень сложно. Еще такой вопрос технический, потому что, как мы поняли, есть методики, когда заканчивают пересадку на газу. Вот силикон вы в какой этап удаляете? Через какой Через промежуток 3 времени? недели. Можно вообще через 2 посадки, потому что через адгезия вообще на следующий день возникает. Мы ОКТ ведь делаем, даже, наверное, сегодня вечером мы сделаем уже ОКТ и будем видеть, как там лоскут лежит. Вот здесь смысла нет передерживать, поэтому я говорю, и ревизию такую вот, прям как при отслойках мы не делаем, то есть смысла в этом нет просто. Если бы мы понимали, что силикон там будет у нас долго, но это не тот случай, тогда мы делали бы и ревизию полностью, в общем-то, и боялись ПВР-ки, ну, как бы так. А это пересадка, наверное, это вот единственный вариант, когда мы используем силикон, потому что остальные вроде газ, воздух используем и все.
Два вопроса. Скажите, пожалуйста, какой самый лучший результат был вот в отдаленном периоде? Результат, ну, мы сами, в общем-то, понимаем, Да, что да. это пациенты, у которых изначально зрение очень низкое, это сотые, и сотых до 0,8-0,9 поднять зрение, но на моей практике это нереально. Вот. Но в любом случае мы получали результат на 1-2 строчки зрения можно улучшить. Ну, например, было 0,1, стало 0,2. Было 0,2, стало 0,4. Вот, если честно, можно, как говорится, обращусь все-таки к залу. Карин Игоревна знает больше, в общем-то, результата. У нас какой был максимальный результат? 0,4, 0,5, да. Ну, вот такие вот были у нас, да. Но это прям максимум. Шикарно. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а что было бы, если бы мы этот лоскут, который сейчас положили четко, это было видно, все-таки перепутали, положили Другой вверх стороной? ногами? Да, фоторецепторами. Вот вы наверх. заметили вот следующий момент, это как раз тоже интересный момент. Закрывается разрыв, все здорово, все классно, но есть одна особенность. Эти лоскуты потом отекают, да, отек у нас. И интеграции нет, Мгм. да. Вот, то есть лоскут, он сам по себе сетчатка, когда вот мы его перетягиваем, он получается вот такой, мы его вот так переносим. А здесь вот так, он интеграции нет, он отекает, и когда вы видите в зоне, например, отечный лоскут, это, как правило, вот это лоскут, который у нас будет перевернут. Поэтому сейчас мы это строго Ясно. прям выдерживаем, разметку делаем, и его под перстором переносим нужной стороной. А раньше мы тоже, честно сказать, не очень-то дифференцировали. Ну что, Ренат Рустамович, мы Спасибо восхищены такой прекрасной хирургией. Я думаю, что в комментариях будет, может быть, даже бурная дискуссия по поводу этой методики или других методик. И на самом деле, я думаю, что в ближайшей перспективе эта дверка приоткроется в мир пересадки сетчатки. Это могут быть показания не только большие Мгм. разрывы, да, но и совсем какие-то сложные случаи. И еще раз хотим вас Спасибо. поблагодарить за участие, что не отказываетесь всегда поддерживать наш проект. И, соответственно, мы тогда будем с вами прощаться. Еще раз спасибо. Спасибо огромное, Спасибо. спасибо за приглашение, удачи. Спасибо. Ну что, наверное, будем потихонечку переходить к клиническим случаям. Сегодня мы будем обсуждать не только такую животрепещущую тему, как транслокация сетчатки. Мы поговорим, в принципе, про все макулярные разрывы, кто как их любит оперировать, чем любит закрывать, какие критерии для выбора, собственно, там, тампонады или способы закрытия. Наши гости покажут свои интересные клинические случаи обязательно, и мы подискутируем. Ну что, и переходим к клиническим случаям Евгения Юрьевича. Значит, клинический случай, который я хочу вам показать, это пациент, который уже был оперирован не в Российской Федерации, оперирован по поводу отслойки сетчатки. К сожалению, выписок у пациента нам не предоставил, но, в принципе, из анамнеза мы понимали, что была газовоздушная тампонада. Само хирургическое вмешательство было выполнено в начале 2025 года, и после того, как газ рассосался, зрительных функций у пациента высоких не было. Поэтому сказать, когда образовался этот макулярный разрыв, достаточно сложно. Я думаю, что это где-то в районе начала 2025 года. И помимо макулярного разрыва мы у этого пациента еще нашли нижнюю отслойку сетчатки, которая, в принципе, потихонечку уже доходила до нижних сосудистых аркад. Значит, у пациента получается авитрия, артефакия и достаточно большой макулярный разрыв. На данном снимке предоставлено расположение самого макулярного разрыва и уже ранее выполнена лазер-куглята в верхних отделах, сам макулярный разрыв, ну и, собственно говоря, маленький фрагмент самого хирургического вмешательства, которое мы выполнили. Сразу могу сказать, что здесь я разделил эту хирургию на два этапа. Первый этап – это была работа на крайней периферии, собственно, для того, чтобы разобраться, что привело к неполному прилеганию сетчатки. Это были остатки и заднего гиалоида, и разрыв, который потом в дальнейшем мы нашли. Поэтому потихонечку разобрались с состоянием на заднем отрезке и уже перешли для работы в центральной зоне. Вот так это выглядит макулярный разрыв. Тут, в принципе, все идет достаточно классически. Это окрашивание внутренней пограничной мембраны. Внутреннюю пограничную мембрану в данном случае я удалял достаточно в большем диаметре, нежели как это обычно, потому что разрыв достаточно большой.
Далее я вводил перфторганическое соединение для того, чтобы прикрыть центральную зону. И уже под прикрытием перфтора я с помощью шпателя по тану немного попробовал края самого разрыва. Здесь цель была не сближать, а в принципе посмотреть, насколько они имеют какую-то тенденцию к смещению. И дальше с помощью конюльки тупоконечной без силиконового наконечника я вот эту методику я называю поцелуй, когда я подхожу и аккуратно аспирирую жидкость, которая находится в макулярной области. И тем самым под контролем интероперационного КТ я проверяю, насколько мне удалось сомкнуть края макулярного разрыва. При необходимости я могу Это, кстати, очень удобно. Когда Да, вот механически здесь, сближаешь, это да, и очень здесь интересно. именно интероперационное КТ очень сильно нас выручает, потому что мы понимаем, насколько мы достигли того эффекта, который мы хотели. А дальше небольшой струей PRP я ввожу под перфторганическое соединение PRP, жду в районе 5-6 минут, пока он схватится. Дальше у меня происходит удаление перфтора. Здесь нужно отметить, что нужно аккуратненько удалять его, чтобы не сорвать вот эту пленку, которую мы только что образовали. Поэтому на маленьких режимах вакуума подрезаем вот эту юбочку PRP. А дальше операция заканчивалась силиконовой тампонадой. Почему? Потому что все-таки мы работали на крайней периферии, в нижних отделах, к сожалению, поэтому я не рискнул уходить на газу. Хотя, в принципе, если бы это была изолированная макулярная патология, в данном случае я бы ушел на газу. Вот снимки, которые мы получаем на силиконовой тампонаде, к сожалению, как назло, всегда у нас сам снимочек фоторегистрации попадает блики, но ОКТ нам позволяет увидеть, что все-таки у нас худо-бедно, но края кое-как натянулись, поэтому все-таки надеемся на достаточно хороший структурный результат, но о каких-то выраженных больших зрительных функциях, конечно, речи не идет. Евгений Юрьевич, а что Да. это за пимпочка на левом скане? Это элевация ПЭС или это пигмент? Что это вообще такое? Не Достаточно пойму. интересный вопрос. Эту пимпочку я аспирировал во время самой хирургии. Что то это есть такое? пигмент наверху. Я думаю, на самом деле нет, это не пигмент. Я думаю, что это что-то плавало в витриальной полости, учитывая, что у нас глаз витриальный, и осело в нижнюю точку, когда пациент лег на спину. Возможно, потому что она достаточно легко смещалась, и когда я аспирировал жидкость, которая находилась в макулярном разрыве, она достаточно легко ушла. А цвет какой был? Серый. Серый? Может Да. быть, крышечка разрыва? Может быть, Да. но сложно сказать, потому что мы не были на первичной Первой самой операции. хирургии, да. Скажите, пожалуйста, Да. извините, силикон какой использовали? Дырка была снизу? Разрыв периферический? 5.30. 5.30. Да. какой силикон вы использовали? Тысячник. Тысячный. И До конца года мы планируем уже совершить второй этап и удалить силикон. аспирация у вас была пассивная или активная? Пассивно. Пассивная. Да, я предпочитаю в таких случаях, когда нужно нежно работать, все-таки пассивно. Вот про аппликацию хотел узнать. ACP, да, у вас было? Нет, PRP. PRP. Да. А вот отличается аппликация под перфтором и под воздухом? Потому что где-то я слышал, что под перфтором аппликация, то есть фибрин формируется быстрее с паечкой, соответственно, может быть, время экспозиции сокращается. Экспозицию я все равно выдерживаю где-то в районе 5 минут. Я думаю, что здесь уже там... А интраоперационное КТ позволяет КТ, оценить? кстати, отслеживается? Нет, быстро? я все равно жду 5 минут. Я думаю, что эти там несколько минут роли уже не играет и даже для самого пациента. Здесь единственное, не могу сказать, что сложность, а просто особенность – это введение самого PRP под перфтором. То есть здесь не получится сделать каплю, как мы это планируем, как обычно это делаем. Здесь все-таки нужно небольшую такую струю, чтобы попасть именно под перфтор, а не на поверхность. Ну, я быстро про аппликацию Давай. еще раз. А вот при больших разрывах вы используете, например, 2- или 3-кратную аппликацию? То есть один раз Нет, подождали, второй? То есть как я вот в большинстве условно? случаев работаю с PRP, поэтому однократно я капаю, экспозиция – это все. Если мы работаем с ACP, да, то здесь, конечно, нужно опять соблюдать все технологии, укатывания в несколько слоев, да. Раз уж зашли в тему плазмы, кто какой плазмы любит? PRP, ACP, у кого-то есть предпочтения какие-то? И в чем Выборы? разница все-таки вот для молодых, Я вот особенно специалистов? очень хотела об этом рассказать, потому что я вот буду показывать технику без интро- и послеоперационной тампонады. И вот там как раз мы поняли одну такую интересную вещь, которую я никогда нигде не читала. ACP-плазма, она прекрасно укатывается. Вот хорошо сказали, укатывается под чем-то. Под воздухом, под газом, под перфтором. Да, если ее просто капнуть, вот при нашей методике, без того, что может утоптать, так скажем,
она просто мембраной ложится вот так, и потом отваливается. А Мгм. PRP, она затекает вглубь, и она прям склеивает непосредственно края разрыва. Мгм. Вот это очень интересное такое открытие. И я вот на конференции, на Пироговском форуме в докладах буду показывать, как это выглядит. И почему Спасибо. не закрываются. А в плане воспалительных осложнений не бывало ли такое, Никогда. что у ПРП выше, чем Ни у разу. ICP плазмы? Ни Такого разу. не Ни было. разу. Мгм. И по поводу методики механического сближения, то есть и механического сближения с крапером по тану, и по поводу аспирации, Мгм. таких страшных случаев спонтанного отрыва краев, разрыва Ну, при смотрите, аспирации. по поводу использования скрапера по тану, наверное, не нужно это делать. В данном случае было показано это только для того, чтобы понимать, есть ли сближение краев или нету. А то есть вы не часто используете чаще Я механическое практически это не делаю. Мгм. Что касаемо возможности оторвать, все можно. Но смотрите, нас, во-первых, защищает здесь перфтор, поэтому если вы это сделаете на водяной среде, то вероятность того, что подсосете край сетчатки, достаточно высока. Мгм. Поэтому нужно однозначно делать под перфтором, это раз. Второе, это делать аккуратно и контролируя все свои движения без каких-то резких... Ну, то есть и чаще пассивная аспирация, насколько я понимаю, это просто Да, канюля, в которую уходит, собственно, в да, пространство да, без подсоединения вакуумной системы. совершенно верно. Хотя, в Мгм. принципе, это можно сделать и на вакуумной системе, только на минимальных вакуумах, предварительно настроив систему операционную. Вот Ограничив. Да. еще хотел спросить тогда сразу в плане механического сближения краев, что есть еще предположение, что вот такое разминание краев позволяет добиться небольшого отека, ну, то есть добиться Мгм, того, мгм. чтобы вот эти отечные края лучше сопоставлялись. Ну, Как вы к этой теории относитесь? а, Может быть, кстати, это доказано, смотрите, я вот я не имею могу такие на данные. самом деле Я сказать тогда читала, по-моему, нет. по поводу этого. В принципе, если мы начнем анализировать, как мы оперировали это там 10 лет назад, 15 лет назад, то, наверное, один из этапов при работе с молекуляром разрыва это было небольшое механическое нежное сближение краев. Потом от этого отказались, ушли уже на более щадящие методы. По поводу отеков, сложно сказать, это, наверное, вопрос института. Мы это замечали. Мгм. Да, конечно. Я считаю, что да. Это То есть это помогает. имеет место быть, когда плоские уже у нас края, Конечно, то, о немножечко чем их говорил Ренат Рустамович, Мгм. да, то, что вот он гидродиссекцию, я так понимаю, с этой же целью и сделали, правильно? Мгм. То есть, конечно, если ты их Это расшатаешь, они просто более вопрос в том, мобильные насколько их становятся. нужно расшатывать, чтобы они Да, чтобы они отекли, вот так не насколько это встали. да, Да, травматичное да. воздействие Да, да. должно быть. Так что тут такая палка о двух концах, либо Мгм. то, либо другое. Следующий пациент, на мой взгляд, достаточно интересный. Он приехал к нам в свой отпуск между вахтовой работой, которая у него заключается в несколько месяцев. Поэтому все вопросы, которые были связаны с данным пациентом, нужно было решать достаточно стремительно. Жалоба у пациента на резкое снижение зрения уже в районе 3 недель назад. Зрительные функции достаточно низкие. При осмотре мы видим, что рефлекс глазного дна розовый, и центральная зона вся закрыта гемофтальмом. Хотя при осмотре с широким зрачком мы видим, что все 360 градусов хорошо просматриваются на крайней периферии, и здесь решается вопрос, что все-таки привело к такому центральному гемофтальму, так как каких-то соматических заболеваний у пациента нету. На парном глазу каких-то тоже проблем на глазном дне нету. Периферических разрывов, которые могли бы вызвать тот же гемофтальм, мы тоже не обнаружили. Мы выполнили дополнительные метаисследования, ультразвуковое метаисследование, и в дальнейшем была попытка с помощью геолоидопунктуры выполнить смещение вот этого кровяного сгустка в нижний отдел для того, чтобы освободить центр, ну и решить вопрос, собственно говоря, что привело к такому кровоизлиянию. Но все равно мы пошли на витрокутинальную хирургию. Здесь уже показан маленький фрагмент уже концовки самой операции. Каких-то технических сложностей сама хирургия не вызывала. Волокна стекловидного тела уже были хорошо прокрашены кровью. Все, что оставалось уже в центральной зоне, мы достаточно хорошо аспирировали с помощью канюльки с силиконовым наконечником. Твердые сгустки удалили с помощью витреотома. И центральная область у нас достаточно была спокойна, никаких патологических изменений там не было выявлено. Крайней периферии тоже спокойно, все равно делаем подавление для того, чтобы ничего не пропустить. И вот обратите внимание, что явилось все-таки таким массивным, причиной такого массивного кровоизлияния, это вот выпавший сосуд, который просто вырвало из слоев сетчатки гиалоидная мембрана, когда происходила задняя отслойка стекловидного тела. Она выдернула из сетчатки,
порвала саму стенку сосуда, что привело к самому кровоизлиянию. И этот сосуд болтается в витриальной полости над сетчаткой и пульсирует в такт сокращению сердечной мышцы. Соответственно, мы на следующий день выполнили оптическую когерентную томограмму. Вот слева мы видим ОКТ, который проходит поперек сосуда, вдоль сосуда, который лежит на поверхности сетчатки. И самое интересное, вот буквально это снимок за щелевой лампой, когда мы увидели, что сосуд до сих пор продолжает вот так вот пульсировать, лежа на сетчатке, давая вот так пациенту такую дискотеку в витриальной полости. Ничего с ним не стали делать. Правильно? Но это сосуд, который питает определенный сегмент сетчатки, он действующий сосуд, свой сосуд, но теперь он будет лежать не в толще сетчатки, а на поверхности сетчатки. И, соответственно, я так понимаю, что, учитывая, что у него нет какой-то подлежащей оболочки, самой ткани сетчатки, происходит его вот такое колебание. У меня, кстати, был случай, когда у пациентки с диабетом, правда, тракция вытянул сосуд. и Это, он так вот это вытянул. действительно бывает, да. Да. Ну вот Насколько? тоже механизм тот же самый, единственное, что здесь тракцию вызвала задняя гелоидная мембрана, которая в его возрасте, в принципе, возможно. естественно, ну а при диабете это патологический процесс пролиферации. Мгм. Интересный клинический случай. Ну, и следующий клинический случай интересный по поводу тампонады, макулярных разрывов. Без тампонады. Без тампонады. По поводу закрытия макулярных разрывов без тампонады покажет Анна Георгиевна. Ну, я вначале хотела бы пару слов сказать, как с нами это случилось. Значит, ну, вдохновил нас, безусловно, Виктор Николаевич Казайкин и Андрей Юрьевич Клейменов своей потрясающей работой, посвященной этой теме. Ну, можно назвать их одними из первых хирургов в России, кто начал заниматься этим, не использовать в завершении операции эндотампонаду. И если кто-то не читал диссертационную работу Андрея Юрьевича, я искренне рекомендую, потому что действительно работа потрясающая. Ну, в общем-то, нас это вдохновило, и у нас вот такой, можно сказать, передовик, доктор Лайс Алхарки, который сейчас заведующий отделом катаракты. И вот он просто очень увлекся этой идеей и решил попробовать. Но пробовали мы, просто я хочу немножко рассказать, как мы именно к этому пришли. Ну, вначале мы не очень понимали, как это все делать, и однажды, буквально случайно, мне вообще кажется, все открытия бывают достаточно случайные. Когда я еще классическим методом, я не помню, даже с перфтором или без перфтора сближала края, я забыла отключить, точнее, включила альтернативную инфузию случайно ногой. И приблизившись бэкфлэшем, дырка была достаточно большая. Я увидела, как она, как пирожок, так хоп. Я, ну, естественно, я думала, господи, я, наверное, пигментные эпители удалила весь. Ждала я месяц, потому что тампонада была классическая, газовая. Ну, потом оказалось, что через месяц, что пигментный эпителий остался. Ну, я так это где-то оставила у себя, вот отложила, так скажем. Далее у нас у доктора Лайса был случай, не закрывшийся сквозной макулярный разрыв, достаточно большой, пациентка оперировалась уже в 2 клиниках, мы были 3-й, нужно было ей обязательно помочь. И вот он что-то сидит, я говорю, слушай, включи повышенное давление, ну хотя бы 40. Он так на меня посмотрел, включил. И вот, большая дырка, и она, знаете, как вот, ну вот как пирожок, знаете, вот так вот залипает. И вот он ее так залепил с плазмой. И после этого мы решили это попробовать уже без тампонада. Ну, такая предыстория, откуда родилась наша методика, собственно говоря. И вот такой случай. Пациентка 52 года, сквозной макулярный разрыв, ратифакия зрения до операции 1 строчка. Значит, вот оперирует доктор Лайс. Значит, выполняется центральная витректомия. Дальше классическое окрашивание внутренней пограничной мембраны. Круговой ВПМ Рексис. У нас есть мысли о том, что выполнять определенный диаметр ВПМ Рексиса в зависимости от разрыва. Но, честно скажу, пока вот у меня лично такого опыта нет. Далее мы капаем плазму PRP, как я сказала, потому что ACP плазма, она не работает. Это на воде. Как она красиво Да, льётся это все на воде, да. И вот непосредственно интраоперационное УКТ, и все. На воде, но давление было высокое. Давление было повышено, да. А То цель? есть, потому что на нем лучше закрывается, механически сближаются разрыв. То есть, собственно говоря, идея в том, что мы капаем плазму и сближаем разрыв. То есть, как бы мы капаем плазму, обязательно PRP, она туда проникает, и дальше мы залипаем ее, ну, как бы залепливаем ее. Но там еще есть такая фишка небольшая. То есть мы поднимаем давление, подходим, хватаем, опускаем давление, и потом опускаем канюлю. То есть мы поэтому этим самым мы не вытягиваем края. Не срываете да, то, что вы... Да. И дальше у нас вот
Что Мгм. получилось на следующий день после операции мы видим, значит, остатки плазмы в слоях, ну, можно сказать, интраретинально, да, залепленный край. Зрение было 3 строчки. Но я скажу, что все пациенты на воде, вообще это очень интересно, мы же никогда не видим, как это происходит у них, да, вот особенно с газом, чего они чувствуют. Они все говорят, что им туманит. То есть эта пленка, видимо, перпишная, она все-таки им мешает, туманит им. И через месяц после операции вот мы видим такой красивый фовиальный профиль, очень красивый. И вообще я хочу сказать, то есть у нас группа достаточно большая уже, и вот профили получаются намного красивее, чем с газовой тампонадой. Газом, как будто бы это доктор Лайс отметил, на самом деле я сейчас говорю его слова, потому что он полностью погружен в эту тему с макулярными разрывами, да, и он занимается, к нему едут пациенты со всей России, из-за границы уже, услышав про вот эту методику. Вот. Это он мне сказал, что вот я потом стала это тоже отмечать, что при газовой тампонаде как будто бы сетчатку вот плющит, как будто ее сжимает что-то. Может быть, толщина ее меньше становится. Это надо будет еще потом дальше анализировать. Это тоже одна из наших диссертационных работ теперь, которая проводится в институте. Но мы потом в край настолько обнаглели, что газовую тампонаду, вот лично я и доктор Лайс, мы вообще не используем при любых разрывах. Мы используем воздушную тампонаду максимум. При любых диаметрах Э, вообще? Ну нет, конечно, гигантские мы даже Мгм. тут уже они идут на пересадку. Нет. Мгм. Но вот на воде у нас максимальный разрыв закрылся, по-моему, 720 вообще на воде. Но мы выявили такие абсолютные противопоказания. Пациенты, которые абсолютно негодные. Я тоже об этом скажу на конференции, но вот так спойлер дам. Пациенты с фиброзом. И вот мы поняли, что сам эпимакулярный фиброз, он, видимо, усиливает тангенциальные свойства ВПМ-ки или меняет ее как-то структуру. Вот пациенты, которым мы убираем фиброз, а потом ВПМ, у них гораздо хуже закрываются разрывы. Даже то есть- если нет тракции, потом не осталось их, то есть ЕВП Вот нет. вот на следующий день мы уже знаем, что они будут открыты, и придется вводить воздух. Мгм. Вот пациенты с фиброзом. Но там не так много людей, поэтому сложно оценить. Как-то мы так вот несколько раз попробовали, так получилось, и мы стали вводить воздух этим пациентам. И пациенты, вторая группа, я вот тоже советовала с доктором Лайсом, как правильно назвать эту группу, это пациенты с повышенным содержанием мелатонина. Он сказал, ты можешь сказать, что мы можем сказать темнокожие. Мгм. То есть это ну, в общем, да, действительно, пациенты темнокожие, более смуглые от природы. У них и тут вот у меня мысль такая, как и у Рената Рустамовича, сегодня уже несколько раз про нее сказал во время живой хирургии, о насосных функциях пигментного эпителия. Ведь пигментный эпителий у них такой хороший, он прям коричневый такой, да, глазное дно такое пигментировано сильно. И, видимо, насосные функции настолько сильные, что они не дают краям, то есть они их вот, ну, как это объяснить? Как То есть будто вниз как будто тянутся? вниз тянут, у них не закрываются. Мы пробовали на 6 глазах. Ни в одном случае, причем дырки были такие большие. Мгм. Не закрывается. Как интересно. Не закрывается, да. Я не замечала такого. Вот. Ну, мы на воде не закрываем просто Вот особенность таких. мы, вот это как категорическое противопоказание уже вот так. А как происходит это в вашем центре? То есть вы прооперировали, посмотрели интраоперационно, Да. посмотрели на следующий Да. день. Если не закрылись, то вы их сразу же берете в Да, операционную да. и капаете еще раз? И капаем Или капаем еще раз. Как правило, там... еще очень много зависит от свойств плазмы. И тоже доктор Лайс, я вот сейчас вот прям его сегодня так цитирую, ну, потому что действительно он отец этой методики, поэтому он заслужил. Он это называет яблочный сок. Вот когда несут ему плазму, он говорит, смотрите, опять яблочный сок принесли, не закроется. Жидкое. Жидкое, да. То есть консистенция плазмы, естественно, важна. Важно положение пациента. Тоже мы к этому пришли опытным путем. Обычно, когда анестезиологи выкатывают, они чуть поднимают головной конец. Нет, пациент должен лежать строго горизонтально и в палате тоже. Для того, чтобы плазма оставалась туда, куда мы ее капнули, а не вниз А скатилась. через сколько вы уже перекладываете пациента? Куда? Ну, уже обратно к себе. Или он встаёт? Ну, он лежит сколько-то там в предоперационной, и потом едет, но также горизонтально лежит без подушки. То есть мы предупреждаем. А с операционного Стационар? стола на каталочку вот он Сразу же, перемещается? сразу же. Но он Ну, же Нет, горизонтально. вставая. Они вот так. перекат, Плечи, ноги, как Мгм. анестезиологи говорят. Да. То есть вы в своей практике вообще от лоскутов отошли? От лоскутов, да. Мгм. Мы, если честно, вот, ну, у нас, у нас достаточно молодой отдел, у нас все очень молодые хирурги, да, я там Мгм. самая старшая, да, правда, после Дениса Валерьевича я вторая. Ну, мы все очень молодые, и поэтому, как сказать, вот нас, как Денис Валерьевич учил, и мы вот так вот почковывались от него, да, и вот мы с доктором Лайсом в такую
как бы свою группу. То есть перевернутый лоскут использует Денис Валерьевич. Мы нет. Я не могу сказать, что мы его вообще когда-то... Я, мне кажется, 2 раза в жизни его делала. Доктор Лайс пробовал чуть чаще, наверное, раз 15 он это сделал. Ну, может, 20. Но так, чтобы мы... Егор Николаевич, я не видела ни разу тоже. Чтобы... То есть он точно умеет, но ну, как бы вот сказать, что он это делает, но не делаем мы это. Евгений Юрьевич, а вы как относитесь к разновидностям, к этим модификациям работы с ВПМ? Я всегда за разные варианты решения вопросов, поэтому я считаю, что хирург, который оперирует макулярный разрыв, должен иметь методику и такую, и такую. Но в Просто большинстве... вдруг плазмы нет, вот что делать? Да, Да, пожалуйста, безусловно. используйте перевернутый лоскут. Но в большинстве случаев, если макулярный разрыв стандартный, я буду идти по методике PRP. На мой взгляд, это быстро, просто, надежно, без лишних манипуляций. Хирургия достаточно простая, отработанная. А можно еще добавлю, вот сейчас на разрывах больше 450 микрон мы применяем, как сказать, двойную аппликацию, двойное, как это правильно назвать, я даже пока не назвала эту методику, просто никак, двойное плазмирование. То есть мы используем PRP, на нем склеиваем, а в конце капаем ECP. Результаты, ну, у нас пока не очень много таких пациентов, вот мы буквально это делаем недели 3, наверное, потому что, говорю, доктор Лайса голова все время это все генерирует и новое что-то выносит. Вот так мы делаем, пока это очень хорошо. Опять же, по такой же методике? Да, Или- но мы можем даже без повышенного давления, то есть на PRP хорошо, оно схватывается, а в конце ECP. То На есть сверху воде? ECP. Все на воде, да, все на воде. А зачем OCP? Ну, для надежности, то есть он сверху, ну, как бы, как Тетрис, знаешь? Вот так. Залили Да. уже наверняка. Но они не отвалятся. Еще про витректомию, объем витректомии. Но тут мои личные такие наблюдения. Все-таки я, наверное, рекомендую при использовании газовой тампонады, газовоздушной тампонады делать больше объем витректомии, нежели без эндотампонады. Почему? Потому что, ну вот, когда остаются стекловидное тело, снизу газ же поднимается наверх в любом случае. И если есть участки патологической адгезии к сетчатке, то есть вероятность возникновения ретинального разрыва, да? На воде такой вероятности нет. Поэтому мы можем обойтись меньшим объемом витректомии. Мгм. Да, Я не знаю, это хорошо или плохо. Ну, А вот в отдаленные сроки, все-таки, если в большой разрыв вы налили PRP на воде, Да. вот морфологически потом есть Еще ни случаи, один не открылся, когда- но у нас полгода наблюдения. А когда края не сближаются, то есть просто вот затекает, формируется фибриновая вот такая Да. пробка, а края на месте остались. Я вот покажу один такой случай. Сейчас мы, знаете как, мы потом вот как-то перепугались, стали их брать на ревизию таких. Но я нашла несколько случаев из наших первых, где вот такая перемычка, и мы не трогали, и через неделю уже там просто идеальный профиль. Там, я буду показывать эти случаи на конференции. Там никогда не скажут, что там А трогали. вот Это вообще скажите, удивительно. пожалуйста, вот интересно, просто у вас получается в одном глазу в макулярной области есть и PRP, и ECP, а что быстрее рассасывается? Вот есть, вы же имеете Не могу возможность сказать, потому наблюдать. что, ну вот пока через неделю они пришли, вот я не могу, я не анализировала А пока если, эти снимки. если смотрите, вот, допустим, на следующий день после Да. операции можно модифицировать, сказать, что это вот PRP? Конечно, это видно, да? да. ECP, она более гиперрефлективная. А CP? Интересно. ECP, да. А, ну там тромбоциты Да, же да, больше, да, да. поэтому, скорее Да. всего, из-за Ну, этого. и я вот прочитала статью, кстати, в вашем журнале, исследовалась плазма PRP и ECP. Наверное, вы читали, да? Да. И я вот искала, Я соавтор там, по-моему. да, и там я искала, какие же отличия, потому что у нас тоже есть такие идеи, мы тоже планируем этим заниматься, но непосредственно уже привязывая это к разрывам. Да, это было бы интересно. На Да, самом деле, да. динамически смотреть, Да, как да, они- да. И вот мы сейчас как это, где выше, где этим ниже. начинаем заниматься. Опять же, доктор Лайс начинает Мгм. заниматься. Мгм. Вот. И я нашла, что протромбиновый индекс у PRP выше. Ну и, соответственно, я ответила, наверное, на этот вопрос сама для себя, почему же вот оно сразу схватывается и не Мгм. успевает провалиться туда, собственно говоря. Это Да. плазма. Мгм. Интересно. А вот что касается работы с ВПМ, но опять же при аппликациях, Да. есть варианты, например, не трогать ВПМ вообще? То есть просто Была проводить такая идея, но пока аппликацию? мы до нее не дошли. То есть у нас, в принципе, существует эта идея в голове, но пока мы не Ну, то пробовали есть, ни в принципе, разу. тоже обсуждаемая тема, закрытие Да. макулярных разрывов без пилинга абсолютно. Да, Ну, как если и кто-то разные так делает. Мне пилинги. кажется, Вот как и Миронов Андрей Викторович какие-то доклады представлял, Да. если не ошибаюсь. А вот ваш взгляд? без ВПМ. Без удаления Нет, ВПМ, я да, без по-моему. удаления ВПМ не делаю. То есть у меня достаточно классические удаления ВПМ. Тут есть определенная корреляция между диаметром разрыва и удалением внутренней пограничной мембраны. Мгм. Но все равно удаляем. Ну, а если, я так понимаю, все идет к тому, чтобы уменьшать зону пилинга, да? Но чем меньше зона, тем, соответственно, щипок будет ближе к непосредственно фамильярной а она же ямочке. там толще.
внутри пограничной Ну, мембраны, я имею в толще, виду ближе именно к с крови. точки зрения гетерогенных каких-то осложнений. Ну да. Что вот- Ну, тут нужно аккуратно делать. Ну, это же проблема всех молодых, наверное, хирургов, да? Вот я помню очень хорошо себя, я пыталась ущипнуть где-то далеко, А там же тонкое. а там ты тонко, и ты все Это время рвешь. мгм, мгм. Да, а страшно подойти ближе. А Да, потом, когда согласна. уже не страшно, тогда стало все получаться. Евгений Юрьевич, а по Да. поводу модификации все-таки тема моя одна из таких любимых. Вы используете только перевернутый лоскут? Там разные же есть, флотирующий, на ножке Нет, лоскут, я думаю, свободный, там что только не придумали все, кому в не какой лезть. сторону? классификации Звездочки, всех этих сердечки. названий я не могу вам сказать. Это классика, это лоскут, который закрывает макулярный разрыв. И, собственно говоря, все. В принципе, я думаю, что все эти модификации, так или иначе, они смысл один и тот же. Закрыть макулярный разрыв. Закрываешь там с височной среды, так, Мгм. это все уже. По поводу Нюансы. тампонады, что чаще используете? Воздух, газ? Воздух. Воздух, то есть газ Мгм. практически никогда. Очень редко, тоже. и то, Мгм. если это достаточно большой разрыв. И здесь еще речь идет о самом пациенте. То есть мы должны посмотреть на пациента, его исполнительность положения в послеоперационном периоде. У меня был пациент, который очень старался, но технически не мог обеспечить положение лицом вниз за счет своего анатомического, скажем так, строения шеи и определенных травм. Вот, поэтому в данном случае я уже применил газовоздушную томонату только для того, чтобы подстраховаться. А так, если пациент адекватный, понимает, как ему нужно вести в послеоперационном периоде воздух. Мгм. Анна Георгиевна, как закрываете большие макулярные разрывы? Ну, помимо пересадок, я думаю, что который достается Денис Валерьевич. Да, да, да. Как вообще, что используете? Там свободный лоскут, больше просто И не силикон закрывшиеся. Вот мне механический? тоже было интересно, подходит ли такая методика еще к не закрывшимся. Когда у нас несколько раз большие разрывы очень не закрываются, мы их автоматически отдаем на пересадку. Мгм. Константину Мгм. Владимировичу Барышеву в диссертацию. Понятно. Но так мы, ну, как бы... Нет, все-таки мы стараемся под перфтором. Мгм. Это методика тоже, это диссертация Ксении Николаевны Шабалиной. Помню, нашей, да, да. Вот, под перфтором мы сближаем, капаем плазму, ECP. Вот то, что под тампонадой, вот ECP нет равных, правда, во всем. Очень классная плазма, но вот не на воде. Мы сближаем под перфтором, капаем плазму, ждем экспозицию, там минуты 3. Далее воздух, и это когда уже 2 раза не закрылись, например. И Мгм. газ гексафторетан Т2F6. Мгм. Но вот я газ не использовала точно уже, наверное, с апреля. Точно. И доктор Лайс тоже оперирует достаточно много сквозных макулярных разрывов. Вот мы, то есть я говорю, мы используем воздух. Это я и доктор Лайс. Мгм. Вот Денис Валерьевич, он использует газ. Мгм. Егор Николаевич пока тоже. У нас C2F6 нет, мне кажется, как раз полгода. Не знаю. Правда? Да, у нас закончился. Теперь перешли на более легкий, ну, либо в каких-то там Мгм. самых тяжелых случаях C3F8 используем. C3F8. Да. А силикон в каких-то случаях вообще Никогда. практикуете? Ну, Нет. когда есть отслойки сетчатки сочетанные. Вот у меня на прошлой неделе 3 или Мгм. 4 было таких. Прям То один. есть достаточно старый разрыв, достаточно большой, все равно это газ. Нет, да, газ, да. Здорово. Да. Есть вопрос? Ну, единственное, только применяли ли вы эту методику на незакрывшихся макулярных разрывах? Вот Прежде отсрочно. оперированных? Не когда вот вы сделали, не получилось, на следующий день Да. повторно взяли, а Такое именно было с водой. отсрочно, например, там сделали лоску, там не закрылось, пришли, Нет, капнули. нет, Такого нет. не Это было. она чувствительная все-таки. То есть не каждый раз. Даже вот мы были на конференции, я не помню. В общем, выступал ординатор, который попал не в ту секцию. И она показывала ряд клинических случаев. И действительно, есть клинические случаи, где зрение единица. Это у нас есть несколько таких пациентов на Мгм. воде, и у них пропали полностью метаморфопсии. И Мгм. даже вот из президиума был комментарий, что... А на РОФе, что ли? Да. Да. Что слишком хорошие результаты для такой Волшебство. сложной патологии. Ага. Мгм. И вы знаете, когда я делала доклад, действительно помогала ординатору моему, я когда помогала ей, я думаю, единица, уменьшить. Потом думаю, как ты уменьшишь? Правда же единица Мгм. у нее. Да могу фамилию сказать пациентке, могу карту ей показать. Действительно единица. То есть есть такие тоже результаты. Но на самом деле они неудивительные, да? Мгм. Мы не берем рандомно туда пациентов. То есть все-таки это пациент со свежими разрывами, с целостным, более или менее пигментным эпителием. Хотя здесь вы видели, что до операции там диссоциация была некая, через разрыв в косе. Но потом он достаточно неплохо восстановился и мигрировал. Мгм. Вот, Ну, сейчас поэтому- филярный контур выглядит действительно очень хорошо. Хорошо, да. Такой прям практически как будто не было операции. Да, Ну, видно да. шероховатость внутренних отделов. Но Ну, это что нет нормально. внутренней пограничной Да, мембраны. нормально после пилинга. Мы довольны Да. вашей методикой. Есть еще что-то или Нет, один. подискутируем? Могу еще задавать, или у тебя есть вопросы какие-то? Пожалуйста. Хотела бы еще поговорить на тему светочувствительности все-таки в Мгм. макулярной области. Актуально в тему пересадок, но Мгм. также в тему и обычных разрывов, то есть как они закрываются. Плазма ли, лоскут ли,
Откуда улучшается острота зрения? В чем исход, собственно, ее источник? Ну, сложно сказать, но мне кажется, что мы пока просто я это скажу через неделю. Вот я буду считать, как докладываю, Мгм. я скажу это. Вот. Но я думаю, что чисто теоретически все-таки при лоскуте это, наверное, как при пересадке. То есть это просто анатомическое блокирование чем-нибудь разрыва Мгм. физического дефекта, анатомического дефекта. Вот. А плазма все-таки там есть компоненты, которые направлены на некое восстановление структуры клетки Мгм. и ее Мгм. функции. То есть при плазме просто Думаю, АС что ОС да. срастается, и поэтому за счет... Я думаю, что да. И когда вот именно происходит восстановление пигментного эпителия, то есть вот этой целостности, я, кстати, давно это заметила, хотя читала много где, что не способен мигрировать пигментный эпителий, но вот я еще, когда я не оперировала, я сидела на УКТ, вот куда меня Мария Викторовна, моя любимая, посадила. Нет, я на самом деле, это моя мама офтальмологическая, и только с огромной любовью я про нее могу говорить. Я была на УКТ, я заметила это, что вот они приходят, вначале у них дефект есть, такой пигментного эпителия фоторецепторов, а потом все это вот как будто бы вот мигрируется. И действительно те пациенты, у кого закрывается эта щелочка, они перестают жаловаться на метаморфопсии Мгм. выраженные. Это да. По поводу ВМТС, у нас, конечно, в тему не сквозных разрывов ВМТС. Пациентов с какой остротой зрения вы берете на хирургию витромакулярного тракционного синдрома? И, собственно, какие показания изменений фолиарной выпуклости? Критерии выбора, может быть, это жалобы от самих пациентов, которые к вам приходят? Можно я скажу? Я вот достаточно долго ждала. Ну, то есть, если я видела МТС, все-таки я надеялась на его саморазрешение. До одного случая, когда я отпустила пациента на месяц, он пришел через 2 недели со сквозным окулярным разрывом, и зрение уже существенно снизилось. И я как-то вот решила больше с этим не играться. Если я вижу тракцию, особенно если есть, то есть по КТ мы видим отрицательную динамику, то есть действительно была адгезия, потом тракция, и она больше, и уже формируется это расслоение, все-таки это не отек, это расслоение, да, интрадитинальное, мы планируем на хирургию. Евгений Юрьевич, а вы что думаете? Ну, у меня, наверное, противоположное мнение. Здесь, наверное, во-первых, не острота зрения дает нам решающую какую-то подвижку, что мы берем этого пациента в операционную, а совокупность вот и жалобы, и сроки наблюдения, и наличие отрицательной динамики. И вот я согласен, что здесь, конечно, замедление, ну и наблюдение пациента в динамике может привести к действительно формированию сквозного окулярного разрыва. Мы всегда это должны проговаривать, что здесь, к сожалению, есть определенные риски, но также есть и вариант саморазрешения данного процесса. У меня есть тоже пациенты, которые наблюдались с витромакулярным тракционным синдромом, который решался самостоятельно, без хирургии, с полным сохранением фолиарного контура. Поэтому здесь нужно все индивидуально смотреть, наверное, даже не только на динамику, но и площадь адгезии, то есть прикрепления гиалоида к макуле, потому что ты иногда видишь, что настолько она маленькая, настолько она интимна, хотя есть все равно тракция, что она, скорее всего, самостоятельно отойдет без ущерба структуры сетчатки. Да. А есть достаточно большие. Пусть, может быть, тракционный компонент на данный момент выражен не сильно, но за счет того, что площадь большая, скорее всего, здесь все-таки нужно будет брать пациента на хирургию. А если это пациент, условно говоря, у которого на парном глазу уже был сквозной макулярный разрыв прооперированный, а в другом глазу ВМТС, все равно будете наблюдать или... Группа риска, опять же, я буду с этим пациентом проговаривать, опять решать индивидуально, насколько он может показываться на динамические исследования. Мы можем назначить ему более частые контрольные исследования, но при этом все-таки уже понимать, что хирургия не за горами. Возможно, хирургия не за горами. Но еще есть вероятность всегда ятрогенного. Да. А вот я хотел Как как бы, раз да. спросить, вот если вы идете на хирургию, КТ нам на конечно, помощь в этот да. момент. вот какими способами вы поднимаете гиалоид, да, все-таки это стандартно витректором или чем-то, может быть, какими-то средами отделять. И второй вопрос, как часто ятрогенные разрывы у вас случались? Были Сейчас, ли вообще? вот на первый вопрос могу ответить. По-моему, ваш коллега из института показывал шикарную работу, когда была витромакулярная тракса, и он гиалоид просто вокруг вот этой витреотома аккуратненько съедал, его юбочку оставлял. Ну, да. скорее Ну, всего, прям на шикарно. шейвинге просто. На шейвинге, на маленьком вакууме, вот это пример, как идеально нужно работать с Если не ошибаюсь, витромакулярным. были способы вискоэластиком, да, кажется? Вискодиссекция? Ну, мы при да. ПДР делали Ну, вискодиссекцию. просто при гиалоиде такую вот не пробовали. Но Наверное. опять же, она неконтролируемая. Мне Вискодиссекция кажется, да, всегда как раз более неконтролируемая. контролируем своей рукой витреотом Мгм. это сделать Да. насчет... Ну, может быть, резать. пинцетом опять. Но вот здесь вот однозначно интероперационной сети вот в данной Да. ситуации
золотой стандарт, поэтому мы всегда видим, есть ли какие-то этерогенные повреждения, которые нам позволяют переходить уже на работу с глазным окулярным разрывом или закончить хирургию уже в данный момент. Ну, если у меня нет, у нас интраоперационный УКТ-1, и когда он занят, то я крашу Как всегда вариант. после Мгм. удаления. Ну, то есть оценить затекание краски. Да, в но опять же, дефект как раз. я вообще люблю красить. Я не люблю Мгм. использовать триамтинолон. Я люблю краску. Она очень хорошо окрашивает задний гиалоид. И Мгм. она показывает гиалоидошитис, который тоже нередко бывает при ВМТС. Да? Мгм. Кажется, что удалила, потом красишь, она нет, еще есть. Да. А можно еще вот такой вопрос? Я очень часто слышу его на живой хирургии, когда оперируется макула, и Мгм. очень часто любят представители более старшей школы задавать, на каких показателях света, на какую вот освещенность вы Мгм. используете. Вот вы в хирургии макулы делаете на это акцент? Если да, то вот как вы регулируете степень Может быть, желтый освещенности? цвет? Может быть, да, А. может быть желтый, чтобы лучше структура была видна. Но Вот желтого цвета как вы со нет. светом работаете? У нас была определенная работа на 3D-системе Ingenuity, там действительно есть возможность кардинально Мгм. уменьшить цветовой пучок, там, я не знаю, сколько процентов, там 5 даже оставить. Если мы работаем на классических окулярах, ну, какой-то такой прям поправки, что мы уменьшаем, нет. Конечно, не нужно пересвечивать, но так, что мы стараемся работать в потемках, нет. На первом месте, наверное, безопасность и качество Мгм. визуализации для хирурга. У вас как в практике? Ну, тоже так. То есть мы не делаем пересвет. Там, где вот единица зрения, какая степень наверно, освещенности была? 2, 15, 20, Мгм. 10. Ну, это тоже Мгм. достаточно мало, мне кажется. Ну, так вот. Как Ну, комфорт. там еще, если есть шандельер, то у нас этим занимаются сестры. То есть, если включается, например, при большой хирургии, например, отслойки сетчатки, включается шандельер, они уменьшают осветитель. А. То есть, чтобы был Мгм. баланс. Мгм. Кстати говоря, мне кажется, мы пропустили акцент на пересадке, потому что именно в отделении Денис Валерьевич занимается Да. пересадками. Может быть, вы расскажете поподробнее про эту методику. Все-таки вот посмотрев, как сделал хирург Мгм. Гелиант Да. Рустамович, и сравнить с вашей методикой, понятно, что эти отличия могут не влиять на результат хирургии, но все-таки вот чем у вас методика отличается от той, что было продемонстрировано? Ну, существенно она, точнее, своим конечным результатом она не отличается ничем. Просто это этапы хирургические, то есть предварительно делается разметка с помощью навиласа. Диаметр мы абсолютно, насколько я знаю, вот эту исследовательскую группу, Мгм. и их выводы, их мнение, действительно тоже там 3 группы стык в стык, чуть больше Мгм. и существенно больше. Вот чуть больше, действительно, вот типа на 100 микрон, там 15%, 10, 15-20%. Это и наше Мгм. тоже мнение. Делается предварительная разметка границ лоскута. Далее лоскут выкраивается также ножницами, также предварительно А зонально индуцировав. примерно такая же зона? То Да, есть да, да, верхний верхняя, сектор, да, да, верхний сектор, над да. аркадой? Да. Мгм. Очень, спойлер сейчас скажу, Егор Николаевич будет меня ругать. Вот он на конференции будет рассказывать про свои пересадки Мгм. пигментного эпителия, и у него гениальная мысль есть. И я ему сказала, если ты не скажешь, я задам вопрос стану тебе, Мгм. чтобы все просто об этом узнали. Но я пока не скажу, пусть он... Так у нас же все равно выпуск выйдет потом, после ПОФа. Да? А тогда я могу сказать, да? 3 Да. декабря Я у него выйдет, как-то поэтому спросила, я можно говорю, Егор, говорить. он же делает пигментные эпителии, соответственно, он делает триоцинтамин. Может быть, это всем известно. Мне не было известно. Мгм. А Егор сам до этого дошел, поэтому мы считаем, что это как бы уникальная мысль нашего мнения. Я говорю, Егор, а что ты делаешь нижнюю рецинтомию? Просто один раз у нас там была проблема с силиконом, единственный Мгм. был денсерон в операционной мой, который Егору дали. И я так потом выхожу, говорю, Егор, что ты делаешь нижнюю рецинтомию? Почему не верхнюю ты делаешь рецинтомию? Он очень спокойно, такой вот рациональный, настоящий, такой вот как немец, да? И вот он говорит, ты знаешь, я вот подумал, что вот у меня старенькие люди, да, вот с этими субретинальными кровоизлияниями. Говорит, вот они старенькие. Вот смотри, если я им обрежу вверх, у них выпадет низ, и они будут спотыкаться. Поэтому я им обрезаю низ, чтобы у них Какое фундаментальное верх знание. под веком прикрыт. И поэтому они видят... Я вот так я говорю, ты обязан об этом сказать на своем докладе. Он говорит, слушай, ну как сказать? Я говорю, значит, я встану и задам тебе этот вопрос. Так что вот... Очень продуманный, очень заботливый, Да, между да. Мне прочим. кажется, были еще исследования в плане того, как идут нервные волокна. То есть определенные зоны, если их вырезать, там теряется сигнал, и они действительно функционально более значимы для сетчатки. То есть не могу сказать Мгм. достоверно какие-то зоны, но вот действительно зонально еще определяется не только удобством, но и ходом нервных волокон. Да, может быть, кстати, очень верно. Вот. И поэтому вырезается в тех же областях примерно, в тех же участках. Далее лоскут переносится под средой перфтора и с использованием SCP-плазмы укладывается. То есть, Также под перфором. да. Аппликация CP-плазмы. Да, SCP-плазма выступает тут в Мгм. роли биоклея.
Я не думаю, что она что-то может сильно Мгм. регенерировать, восстановить Мгм. в плане функции, но вот в качестве биоклея ее используют. И дальше тампонада либо силиконовым Мгм. маслом, либо газом, рандомное разделение групп. Собственно говоря, вот сейчас и пытаются понять, какой метод более эффективный. Точнее, влияет ли тампонада как-то на функциональные результаты Мгм. анатомические, естественно. Мы потихонечку близимся к завершению нашего выпуска. Традиционно в конце мы всегда спрашиваем наших дорогих гостей. Анну Георгиевну мы уже спрашивали, мне кажется, тогда. Можем спросить еще раз, задать этот вопрос. Какие у вас пожелания для молодых, для начинающих хирургов? Поменялось ли также ваше мнение с далекого какой-то был 22-й год, не такой уж далекий, но... Поменялось. Да, наверное, да. Ну, первое пожелание и совет – слушать старших. Больше смотреть и, самое главное, больше делать, потому что ничего вас так не научит, как собственный опыт. Не бояться делать, много читать и много думать. Вот самое главное, ну, иметь желание, конечно. И приоритет, потому что хирургия всегда приоритет. А что поменялось с 22-го года? Я не помню, что это даже было, но точно у меня были более какие-то мысли. Понятно. Евгений Сказочки. Юрьевич. Ну, у меня пожелания только одни – это учиться быть искренним, влюбленным в свое дело. И, в принципе, сейчас у поколения, если так можно сказать, я считаю, что золотые просто условия для учебы, потому что у нас есть, во-первых, современные методы визуализации, есть возможность задать вопрос всем ведущим хирургам, посмотреть видеозаписи. Существуют вот такие программы, которые вы позволяете нам открывать определенные секреты в хирургии. Та же 3D-хирургия, которая позволяет, собственно говоря, видеть глазами хирурга, что происходит в данный момент. Поэтому учиться, и все будет. Ну, на этой прекрасной ноте мы в очередной раз завершаем выпуск с нашими прекрасными гостями. И я надеюсь, им тоже понравилось сегодняшнее участие. Кто-то Спасибо. хотел отдельно Я хочу, прокомментировать. да, очень прокомментировать. Я второй раз участвую в Нью-Эре, и я получаю колоссальное удовольствие, огромное удовольствие. Спасибо вам огромное, что вы доверили мне это второй раз. Я надеюсь, что я вас не подвела. И вот с вами очень приятно, с вами очень комфортно. И я и вообще весь мой коллектив вас очень любит. Вот Взаимно. я хотела бы, чтобы вы это знали. Спасибо. Взаимно. Спасибо. С вами всегда приятно общаться. Спасибо. Евгений Юрьевич, с вами тоже. Ну, уже давно знакомы, поэтому вы знаете Ждите тоже. второго раза. Ну, Ну что? а вам спасибо за внимание и до новых встреч. До новых встреч.